Я не питаю надежды, и уж тем более не претендую на то, что кто-либо поверит самой чудовищной, а вместе с тем до ужаса обыденной истории, которую я намерен поведать. Только безумец мог бы рассчитывать на доверие, ведь даже я сам не в силах поверить в случившееся. Но я не безумец, и все это, несомненно, не сон. Завтра меня уже не будет среди живых, и сегодня я обязан облегчить душу исповедью. Мое единственное намерение — просто, кратко, без излишней вычурности рассказать о некоторых, казалось бы, сугубо семейных событиях. Они принесли мне лишь ужас, истощили, уничтожили меня. И все же я не стану искать разгадку. Я изведал страх, а многим эти события покажутся не страшнее нелепых фантазий. Быть может, позже найдется человек умный, хладнокровный, логичный и, главное, не столь впечатлительный, как я, который увидит в этих обстоятельствах, о которых я не могу говорить без трепета, всего лишь цепь закономерных причин и следствий. С самого детства я отличался кротостью и послушанием. Душевная нежность проявлялась во мне столь явно, что сверстники нередко дразнили меня. Особенно я любил зверушек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. Я проводил с ними каждую свободную минуту, испытывая настоящее блаженство, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта черта лишь усилилась, и, став взрослым, я мало что ценил выше. Тот, кто испытал привязанность к умной и преданной собаке, знает, какой горячей благодарностью она платит за любовь. В бескорыстной, самоотверженной любви животного есть нечто, трогающее до глубины души каждого, кто хоть раз познал предательство и фальшь, свойственные человеку. Женился я рано и, к счастью, нашел в супруге родственную душу. Она разделяла мою привязанность к животным и часто старалась меня порадовать. В нашем доме жили птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот. Кот был необычайно крупным, красивым, абсолютно черным, без единого пятнышка. Он отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, втайне склонная к суевериям, порой намекала на старинную примету, будто все черные коты — оборотни. Разумеется, она говорила это в шутку, но я упоминаю об этом, потому что сейчас самое время вспомнить. Кота звали Плутон, и он был моим любимцем. Я часто играл с ним, сам кормил, а дома он неотступно следовал за мной. Он даже пытался сопровождать меня на улицу, и мне приходилось с трудом отучать его от этой привычки. Наша дружба длилась несколько лет, но со временем мой характер, под влиянием дьявольского соблазна, резко изменился, я сгораю от стыда, признаваясь в этом. Я стал мрачным, раздражительным, равнодушным к чувствам близких. Кричал на жену, а потом и вовсе поднял на нее руку. Мои питомцы тоже страдали, я перестал обращать на них внимание, а порой и жестоко с ними обращался. Только к Плутону я сохранял остатки уважения и не обижал его, как обижал кроликов, обезьянку и даже собаку. Но болезнь, а нет недуга страшнее пристрастия к алкоголю. Прогрессировала, и даже Плутон, постаревший и ставший капризным, начал страдать от моего нрава. Однажды ночью, вернувшись из кабака в сильном подпитии, я вдруг решил, что кот меня избегает. Я схватил его, и он, испуганный моей грубостью, укусил меня за руку, не сильно, но до крови. В тот миг демон ярости овладел мной. Я утратил контроль. Казалось, душа покинула тело, и злоба, свирепие дьявольской, распаленная джинном, охватила все мое существо. Я выхватил из кармана нож, раскрыл его, стиснул шею бедного животного и вырезал ему глаз. Я краснею, содрогаюсь, описывая это злодейство.
Наутро, когда разум вернулся и винные пары рассеялись, я испытал раскаяние, смешанное со страхом. Но это было смутное, двойственное чувство, не оставившее следа. Я снова стал пить и вскоре утопил в вине даже воспоминания о содеянном. Рана у кота постепенно заживала. Глазница выглядела ужасающе, но боль, казалось, утихла. Он все так же ходил по дому, но теперь, завидев меня, в ужасе убегал. Мое сердце еще не совсем ожесточилось, и я сначала горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь явно ненавидит меня. Но вскоре это сожаление сменилось озлоблением. И тогда, словно в довершение моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы его игнорируют, но я убежден, он — одно из первозданных побуждений человеческой души. Кто не совершал бессмысленный поступок лишь потому, что его не следует совершать? Кто не испытывал искушения нарушить запрет только потому, что он существует? Так вот, этот дух противоречия довел меня до окончательной гибели. Непостижимая склонность к самоистязанию, к насилию над собственной природой, желание творить зло ради самого зла — все это побудило меня довершить мучение бедного животного. Однажды утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку. Повесил, хотя слезы текли из глаз, а сердце разрывалось от раскаяния. Повесил, потому что знал, как он меня любил. Потому что чувствовал, как несправедливо поступаю. Потому что осознавал, какой совершаю грех, смертный грех, обрекающий мою душу на проклятие столь страшное, что она была бы низвергнута, если бы это было возможно, в такие глубины, куда не достигает даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа. В ту же ночь, после совершения злодейства, меня разбудил крик «Пожар!». Занавеси у моей кровати уже полыхали. Весь дом был охвачен огнем. Мы, моя жена, слуга и я, чудом не сгорели заживо. Все имущество было уничтожено дотла. Я оказался полностью разорен. С того дня отчаяние стало моим постоянным спутником. Во мне хватило твердости, чтобы не искать связи между случившимся и моим жестоким поступком. Я стремлюсь лишь проследить всю цепь событий, не упуская ни одного, даже сомнительного звена. На следующий день после пожара я вернулся на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь тонкая внутренняя перегородка, которая примыкала изголовье моей кровати. Штукатурка на ней почти не пострадала, я объяснил это тем, что стена была недавно оштукатурена. У этой стены собралась толпа, и множество глаз с жадным любопытством всматривались в одно и то же место. Восклицания вроде «странно», «невероятно» пробудили мое внимание. Я подошел ближе и увидел на белесой поверхности нечто, напоминающее барельеф, изображение огромного кота. На его шее была веревка. Сначала это видение, иначе я не могу его назвать, повергло меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я немного успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду рядом с домом. Во время пожара туда хлынула толпа, и кто-то, вероятно, перерезал веревку и бросил тело кота в открытое окно, чтобы разбудить меня. Когда стены рухнули, обломки прижали мертвое животное к свежей штукатурке, и от жара, дыма и испарений на поверхности отпечатался тот самый образ. Я успокоил, если не совесть, то разум, объяснив себе это явление. Но оно оставило глубокий след. Месяцами меня преследовал призрак кота. В душе вновь возникло смутное чувство, внешне напоминающее раскаяние. Я начал сожалеть об утрате и стал искать в грязных притонах, где теперь проводил все время, похожего кота, того же вида, чтобы заменить моего прежнего любимца.
Однажды ночью, сидя в каком-то богомерзком заведении, я заметил нечто черное на одной из огромных бочек с джином или ромом, составлявших почти всю обстановку. Несколько минут я не сводил глаз с этой бочки, удивляясь, как раньше не замечал столь странной вещи. Я подошел и коснулся ее рукой. Это был черный кот, крупный, как Плутон, и похожий на него, как две капли воды. Единственное отличие — на груди у него было грязно-белое пятно. Когда я прикоснулся к нему, он вскочил, громко замурлыкал и потерся о мою руку, словно был рад вниманию. Я как раз искал такого кота. Захотел его купить, но хозяин отказался от денег. Он не знал, откуда взялся этот кот, и никогда раньше его не видел. Я гладил его все время, а когда собрался домой, он явно захотел пойти со мной. Я не препятствовал. По дороге я то и дело наклонялся, чтобы его погладить. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены. Но вскоре я начал испытывать к нему растущую неприязнь. Это было неожиданно. Его очевидная привязанность вызывала во мне лишь раздражение и отвращение. Постепенно эти чувства переросли в злобную ненависть. Я избегал кота, и только смутный стыд и память о прежнем злодеянии удерживали меня от расправы. Прошли недели, и я ни разу не ударил его, не тронул пальцем. Но медленно, неотвратимо во мне росло омерзение, и я стал молча избегать эту тварь, как чуму. Я ненавидел его еще сильнее, когда обнаружил, что он, как и Плутон, лишился одного глаза. Но моей жене он стал от этого еще дороже. Она сохранила ту мягкость, которая когда-то была мне свойственна и дарила мне простые, чистые радости. И все же, чем сильнее я его ненавидел, тем крепче он ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с невыносимым упорством. Стоило мне сесть, он забирался под стул или прыгал на колени, донимая меня своими ласками. Когда я вставал, он путался под ногами, и я едва не падал или, вцепившись когтями в одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие моменты я страстно желал убить его, но меня удерживало сознание прежней вины и, признаюсь, страх. Это был не страх перед каким-то конкретным несчастьем. Я затрудняюсь назвать это чувство иначе. Мне стыдно признаться, даже теперь, за решеткой, что ужас, который внушал мне кот, усиливался самым невероятным наваждением. Жена не раз указывала на белесое пятно, единственное отличие этой твари от моей жертвы. Читатель, возможно, помнит, что пятно было довольно большое, но расплывчатое. Постепенно, едва уловимо, оно приобрело ясные очертания. И теперь, да будет вам известно, оно изображало нечто зловещее, виселицу. Это кровавое, грозное орудие страдания и погибели. С этого момента я стал самым несчастным из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я убил без колебаний, причиняла мне, человеку, созданному по образу Всевышнего, невыносимые страдания. Увы. Ни днем, ни ночью я не знал покоя. Днем кот не отходил от меня ни на шаг, ночью я просыпался от кошмаров, ощущая его горячее дыхание на лице и тяжесть, кошмар во плоти, который я не мог стряхнуть, навсегда навалившийся на мое сердце. Эти муки вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял лишь злобные мысли, самые черные, самые мрачные, какие только может породить человеческий разум. Больше всех страдала от моих внезапных, частых и неукротимых вспышек ярости моя безропотная, терпеливая жена. Она сносила все, не жалуясь, и ее молчаливая стойкость лишь усиливала мое безумие. Однажды, по хозяйственной надобности, мы вместе спустились в подвал старого дома, где нас вынуждала жить бедность. Кот, как обычно,
увязался за мной по крутой лестнице. Я оступился, чуть не свернул себе шею и в порыве бешенства схватил топор. В тот миг я забыл о страхе, который прежде удерживал меня, и был готов нанести зверю такой удар, что он бы не пережил его. Но жена остановила мою руку. В ярости, перед которой меркнет даже гнев дьявола, я вырвался и раскроил ей голову. Она рухнула без единого звука. Совершив это чудовищное убийство, я с ледяным спокойствием принялся искать способ скрыть тело. Я понимал, что не смогу вынести его из дома ни днем, ни ночью, не рискуя быть замеченным. В голове роились десятки замыслов. Сначала я подумал разрубить тело и сжечь в печи. Потом закопать в подвале. Затем мелькнула мысль бросить его в колодец или спрятать в ящик, нанять носильщика и велеть вынести. Но в конце концов я выбрал, как мне казалось, наилучший способ — замуровать тело в стене, как это делали средневековые монахи со своими жертвами. Подвал подходил идеально. Стены были сложены наспех, недавно оштукатурены, и из-за сырости штукатурка еще не просохла. Одна из стен имела выступ, где когда-то был очаг, позже заложенный кирпичом и покрытый тем же раствором. Я был уверен, что легко выну кирпичи, спрячу тело и заделаю все так, что никто ничего не заподозрит. Я не ошибся. Взяв лом, я без труда разобрал кладку, поставил тело вертикально, прислонив к внутренней стене, и аккуратно вернул кирпичи на место. С предельной осторожностью я приготовил штукатурку, неотличимую от прежней, и тщательно замазал кладку. Закончив, я убедился, что все выглядит безупречно. Я убрал с пола весь мусор, не оставив ни крупицы. Окинув подвал торжествующим взглядом, я сказал себе, на этот раз мои труды не пропали даром. После этого я принялся искать ту тварь, что стала причиной стольких бед. Я твердо решил ее уничтожить. Попадись мне кот тогда, его участь была бы решена. Но хитрый зверь, напуганный моей яростью, исчез, словно растворился. Невозможно описать, какое облегчение я испытал, когда понял, что он исчез. Всю ночь он не показывался, впервые с тех пор, как появился в доме, я спал спокойно. Да, спал, несмотря на тяжесть преступления, лежащую на душе. Прошел второй день, затем третий, кота все не было. Я дышал свободно. Чудовище, казалось, сбежало навсегда. Я больше не увижу его. Какое блаженство! Раскаяние. Нет, я и не думал о нем. Было проведено краткое дознание, но оправдаться мне не составило труда. Даже обыск устроили, разумеется, ничего не нашли. Я был уверен, теперь мне обеспечено спокойствие. На 4-й день после убийства в дом вновь нагрянули полицейские. Они начали тщательный обыск. Я чувствовал себя совершенно спокойно, тайник был надежным. Меня попросили присутствовать. Они обшарили каждый угол, каждый закоулок. Наконец, в 3-й или 4-й раз, спустились в подвал. Я не дрогнул. Сердце билось ровно, как у праведника. Я прохаживался по подвалу, скрестив руки на груди, неторопливо шагал взад-вперед. Когда они закончили и собрались уходить, я не удержался. Мое сердце ликовало, и я захотел сказать хоть слово, окончательно убедить их в своей невиновности. «Господа», — произнес я, когда они уже поднимались по лестнице, — «рад, что развеял ваши подозрения. Желаю вам здоровья и немного больше учтивости. Кстати, это отличная постройка», — я говорил, не осознавая смысла своих слов.
я бы даже сказал, превосходное. В кладке этих стен вы торопитесь, господа? Нет ни единой трещинки. И, упиваясь своей дерзостью, я силой ударил тростью по той самой стене, где был замурован труп моей жены. Господи, спаси и сохрани меня от когтей сатаны. Едва стихли удары, как из стены донесся голос. Сначала глухой, прерывистый, словно детский плач, затем громкий, протяжный, неистовый вопль, звериный вой, душераздирающее стенание, в котором смешались ужас и торжество. Это могло исходить лишь из ада, где вопиют обреченные и ликуют демоны. Охваченный безумием, я отшатнулся к противоположной стене. Полицейские замерли на лестнице, потрясенные. Но уже через мгновение десяток рук принялись взламывать кладку. Стена рухнула. Перед ними открылся труп моей жены, уже тронутый разложением, запекшейся кровью. А на ее голове, разинув пасть и сверкая единственным глазом, восседала та самая гнусная тварь, что толкнула меня на убийство, и теперь выдала меня своим воем, обрекла на смерть. Я замуровал ее в каменной могиле.